Один из самых ловких и подвижных охотников, который, несмотря на свои размеры, не мелочится при выборе добычи. Этот вечно голодный разбойник всегда добивается своего, и даже врагам не удается застать его врасплох. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – Горностай. Горностай – типичный представитель семейства куньих с довольно скромными размерами. При длине тела чуть больше 20 сантиметров обычно он весит не более 200 грамм. Маленький хищник селится в самых разнообразных местах, но чаще это опушки лесов, берега рек и озер, кустарники и болота. В целом, главным условием для благополучной жизни зверька является наличие грызунов, которые составляют основу его рациона. Это невероятно подвижный охотник с активной жизненной позицией, поэтому засадам он предпочитает незамедлительную атаку. Маленькие, но бритвенно-острые зубы моментально пускаются в дело и ставят точку в борьбе. Горностай хорошо плавает и умело лазает по деревьям, но в первую очередь это специалист по наземной охоте, обладающий отменным обонянием, превосходным слухом и острым зрением, поэтому спрятаться от него не так просто. Чтобы лучше ориентироваться в высокой траве, зверек способен вставать на задние лапы. Таким образом, перемещаясь короткими перебежками, охотник методично обследует свои небольшие владения, где рано или поздно можно встретить кого-то из обширного списка потенциальной добычи. Горностай – один из немногих хищников, способных бросить вызов добыче, которая в разы, а порой и в десятки раз превосходит в весе. Мишенью может стать даже заяц, но этот зверь очень бдителен и в случае малейшей опасности готов сорваться с места. При этом догнать его далеко не всегда под силу даже лисам и волкам. Чтобы утолить голод, маленькому хищнику вполне достаточно мыши. Почему же он обращает внимание на столь крупную и быструю мишень? Возможно, дело в том, что заметно превосходящее в размерах животное попросту не видят угрозы в столь маленьком соседе. И если для поимки грызуна нужно изрядно попотеть, то зайцы или кролики, которые раньше не сталкивались со столь отважным врагом, даже не думают спешно покидать опасную зону. Тем не менее, охотник до последнего пытается оставаться в тени. А когда скрываться уже нет возможности, чрезвычайно подвижный зверек идет на хитрость. Показывая удивительные акробатические номера, Горностай усыпляет бдительность потенциальной добычи, всем своим видом показывая, что ему нет никакого дела до окружающих. Между тем, расстояние между хищниками и жертвой с каждой секундой становится все меньше. Однако всему есть предел, и в решающий момент кролик срывается с места. Эти животные заметно медлительнее зайцев, поэтому Горностай бросается в погоню. При скромном весе это очень прыгучий и маневренный зверек, и фокусы с резкой сменой направления против него абсолютно бессмысленны. Напротив, спасительные маневры, имеющие смысл при состязании с крупными хищниками, в данной ситуации лишь уменьшают дистанцию. В любом случае у беглеца есть все шансы оставить преследователя позади, но выносливость далеко не самая сильная сторона кроликов, и если Горностай проявит терпение, рано или поздно он сможет осуществить свой план. Наконец, в дело пускаются острые зубы, но даже прицельный укус в шею вряд ли позволит усмирить такую добычу, поэтому маленький охотник попросту висит на жертве и пытается найти уязвимое место, что в конечном счете приносит свои плоды. После успешной охоты нужно как можно быстрее утащить трофей в безопасное место, и для своих размеров хищник обладает невероятной силой. Конечно, порой добыча оказывается слишком тяжелой, но столь активный хищник не привык бросать с трудом пойманную цель, поэтому рано или поздно она окажется в пункте назначения. К зиме Горностай меняет мех, облачаясь в белоснежное маскировочное одеяние, и лишь черный кончик хвоста выдает присутствие зверька. Это непростое время для маленьких хищников, ведь к и без того быстрому обмену веществ добавляется потеря энергии на поддержание температуры тела.
В такой ситуации богатые добычей места могут стать предметом спора, который моментально переходит в ожесточенную драку, проигравший в которой будет вынужден искать себе новый дом. Кроме наземных млекопитающих, добычей зверька часто становятся пернатые, которым не следует приближаться к столь свирепому созданию. Когда добычи мало, горностай цепляется за любую возможность не остаться голодным, поэтому даже кролик преследуется до тех пор, пока у того не иссякнут силы. Отчаянные попытки оказать сопротивление не имеют эффекта, ведь, как и другие представители семейства куньих, этот хищник абсолютно бесстрашен, поэтому серия укусов продолжается до тех пор, пока цель не перестанет подавать признаки жизни. В сильные морозы охотник предпочитает скрываться под снегом, ведь его размеры позволяют исследовать многочисленные ходы мелких грызунов, что также порой приносит свои плоды. Зимой горностаю стоит быть особенно внимательным, ведь другие хищники также испытывают проблемы с пропитанием, поэтому маленький охотник привлекает к себе дополнительное внимание. Голодный койот – отличный бегун, но в маневренности он в разы уступает ловкому зверьку. При этом даже загнанный в угол горностай способен удивить противника, ведь болезненный укус в нос может быстро отбить всякое желание продолжать нападение. Начеку стоит быть и летом. Особенно опасно попадать в поле зрения более крупных родственников, таких как эта куница, которая без раздумий нападает на конкурентов, и лишь узкий вход норы отделяет горностая от печальной участи. Хотя более скромные размеры позволяют ему увернуться от острых зубов и быстро найти более надежное убежище. Продолжительность жизни горностая в естественных условиях обычно не превышает и 2 лет. К тому же благополучие зверька во многом зависит от колебания численности грызунов. Но все это компенсируется высокой плодовитостью, ведь маленькие комочки под пристальным присмотром матери за пару месяцев превращаются в самостоятельных охотников. Таким образом, быстрое взросление, потрясающая ловкость и бесстрашие при выборе добычи позволяют этим созданиям успешно выживать даже в трудных условиях. И сегодня популяции горностаев ничего не угрожает. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!